Партия санкций, ну там есть и партия войны в Вашингтоне, этот вот главком американских войск в Европе, или как его там должность, Бридлов, но у него, хотя фамилия Бридлов, но выдает он бредовые совершенно высказывания насчет того, что нужно готовиться к войне и к победе над Россией, причем не фигурально, а буквально. Так что там есть и партия войны, как и партия санкций. Наверное, трудно перебарывать свое нутро, когда генетически уже привык, что твоя страна никого слушать не должна, никто ей не указ, а она указ всем и вся. Времена меняются, я к этому отношусь философски. Наверное, когда у тебя ничем и никем не контролируемая мощь, это как-то расслабляет и развращает в известной степени. Но, повторю, сейчас американцы на себе чувствуют, что они в одиночку не могут решать серьезные проблемы. Они сейчас даже не могут повлиять на такие страны, которые являются их давнишними союзниками, как Турция, например, которая игнорирует их требования в том, что касается того же самого сирийского регулирования. Американцы с курдами в Сирии сотрудничают, а Анкара объявила партию Демократического Союза, партнера и союзника американцев, террористической организации, обстреливает ее со своей территории. Мы несколько раз привлекали внимание американцев к тому, что это нарушение всех наших договоренностей, резолюций. Ну, они как-то вот смущенно отводят глаза, говорят: да, мы с вами согласны, но нам нужно какое-то время, чтобы там кого-то и как-то успокоить. Поэтому далеко не все подвластно Вашингтону. И вот это вот такое кавалерийско-ковбойское настроение, оно, конечно же, будет уходить в прошлое, но это болезненно, и это занимает какое-то время. Но мы будем с пониманием к этому относиться, будем ждать, когда утрясется и уляжется вот эта новая реальность в головах вашингтонских политиков, а тем временем мы будем взаимодействовать там, где это отвечает нашим интересам, и, конечно же, будем давать жесткий ответ на любые недружественные действия в наш адрес. Турки давно стали заявлять, что они не допустят укрепления курдов на севере Сирии. И даже несмотря на то, что курды, есть там западный такой анклав и восточный анклав на сирийской территории, а между ними ИГИЛ. И хотя курды и те, и другие боролись против ИГИЛ при нашей поддержке, при американской поддержке, турки заявили, что им неприемлемо, если эти два анклава соединятся, даже соединятся путем победы над ИГИЛ. И что для них главное, чтобы курды не воссоединились на сирийской территории. Казалось бы, это не проблема Турции, это проблема Сирии, это отдельная тема. И именно поэтому мы считаем, что процесс, который начинается в Женеве, должен обязательно включать курдов, если все мы подразумеваем то, что мы говорим, когда заявляем о приверженности суверенитету и территориальной целостности Сирии. Если курдов выбросить из переговоров о будущем Сирии, то как можно рассчитывать на то, что они захотят оставаться в составе этого государства? И они тогда просто махнут рукой на это международное сообщество, на все эти схемы. Поэтому мы такую же позицию занимают практически все остальные, кроме турок, будем жестко настаивать, чтобы ООН не прогибалась перед ультиматумами и пригласила курдов с самого начала переговорного процесса за этот стол переговоров. Допинг – такая очень популярная история, но учитывая то, что происходит в публичном пространстве наших западных партнеров, я не удивлюсь, если скоро кто-нибудь объявит, что и российские воздушно-космические силы, и в целом вооруженные силы России, и российская дипломатия действуют под допингом. И по этой причине объявят, что нам запрещено участвовать в каких-либо мировых процессах. Не удивлюсь. Но если серьезно, то, конечно же, вызывает много вопросов последние ситуации, когда просто такой шквал запретов, обвинений был выдвинут в адрес наших ведущих великих спортсменов. Причем
тут же, как только этот Мельдоний, по-моему, он называется, да, был объявлен после нескольких десятилетий, находясь в состоянии абсолютно обычного препарата, которым пользуются и спортсмены, и просто люди с сердечной недостаточностью, вдруг был объявлен допингом. В последние дни нет какого-либо ограничения в комментариях, которые можно услышать от специалистов, экспертов, включая создателя этого самого препарата, которые откровенно и профессионально объясняют, что это совсем не допинг, а обычное средство восстановления организма в отношении его базовых функций, наличие кислорода, наличие магния, по-моему. Может быть, не повезло этому Мельдонию, потому что он родился хоть и в Латвии, но в советское время, и если бы это произошло после того, как Латвия стала частью цивилизованного, так называемого мира, Мельдонию была бы уготована иная судьба, не знаю. Не хочу ерничать, хочу только подчеркнуть со всей серьезностью. Те профессиональные заключения в отношении оправданности этого шага Всемирной антидопинговой ассоциации, которые звучат сегодня в эфире, на страницах газет, они не получают никакого отклика со стороны руководства этой самой ВАДА. А пока же единственное, что мы слышим от руководства ВАДА, по-моему, только такой есть там товарищ, возглавляющий независимую комиссию ВАДА, англичанин, по-моему, или австралиец, Паунд, да, его фамилия. Он единственный, кто на эту тему высказался, причем высказался не с изложением профессиональных мотивов этого очень странного, по мнению экспертов, решения, а высказался в том плане, что теперь, наверное, на Олимпийские игры России путь окончательно закрыт, потому что она доказала, что насквозь коррумпирована, в том числе и в спорте. Это уровень, знаете, такой уличной болтовни, а не профессионального разговора.